История, от которой кровь стынет в жилах, но, увы, еще сильнее она стынет от того, что это очень сильно не первый случай. История Лазаревского района Сочи начинается как привычный курортный эпизод. Ночной пляж, палатка, море, семья из Саратова и местный работник береговой полосы Султанов. Казалось бы, типичная нервная перепалка между отдыхающим и Абу могла закончиться взаимными оскорблениями, да и разошлись бы они в темноте. Но реальность оказалась куда страшнее. Ночью к палатке возвращается группа молодых людей, и через несколько минут отец троих детей, Владимир Хлебников, лежит без сознания, а его 15-летний сын смотрит, как жизнь уходит у него на руках. Следователи наткнулись на деталь, которая меняет все. В материалах дела появляется версия, что Хлебников наткнулся лицом на кулак. Обвиняемого Вартиваняна и смертельную травму ему якобы нанесла галька, а не целенаправленные удары группы. На выходе переквалификация на причинение смерти по неосторожности и приговор в 1,5 года ограничения свободы, которые в русскоязычных чатах за границей стали цитировать как образец покупного суда и этнического беспредела. Владимир Хлебников – это мужчина из Саратова, отец троих детей, который поехал в Сочи на море, взяв с собой в том числе 15-летнего сына. По словам родных, он вел обычную жизнь провинциального семейного мужчины. Работа, семья, редкая возможность выбраться на юг, где палатка на пляже ночью кажется безопасным компромиссом между экономией и морской романтикой. Султанов, работник пляжа, человек, который чувствовал себя хозяином полосы между морем и бетонной набережной. В локальном сленге его называют Абу-бандит или пляжный Абу. Этнический работник, через которого проходят деньги с лежаков, шезлонгов и ночных посиделок. И который привык решать конфликты не через администрацию, а через подмогу. Вартиванян, фигурант которого следствие и суд в итоге выделят в единственного реального подсудимого, оставив остальных участников побоища в тени. Пройдемся по хронологии, как все происходило. Август 24 года. Лазаревский район Сочи. День. Обычный курортный хаос. Шум, жар, забитый пляж, воздух, в котором перемешались соль, кукуруза, музыка и крики, зазывал. Среди сотен таких же семей Хлебников с родными, где-то неподалеку на своем участке работает Султанов, следящий за шезлонгами, арендой и порядком, как он его понимает. Днем между ними вспыхивает словесный конфликт. Повод в открытых источниках описывается по-разному. То ли спор из-за места, то ли из-за требований освободить часть пляжа, то ли из-за замечаний в адрес семьи. Но общая канва одна. Грубые слова, нарастающая агрессия и фраза, которая звенит как приговор. Султанов обещает вернуться с подмогой. И фактически дает понять, что конфликт не закончен. Вечер переходит плавно в ночь. Владимир с сыном остаются на пляже, ночуют в палатке. Для курортной Сочи реальности это уже привычная картина. Экономия на отелях, свобода, шум моря вместо кондиционера. В 2 часа 30 минут ночи, по описанию в соцсетях и постах активистов, к району палатки подходят 5-6 человек, группа, поднятая по звонку Султанова. В этой группе уроженцы Закавказья. Среди них Вартиванян. Их характеризуют как 6 вышибал, приехавших разбираться с обидчиком. Дальше события разворачиваются стремительно. Сначала голоса, затем крики, затем удары. 15-летний сын просыпается от шума, выскакивает из палатки и видит, что на его отца навалились несколько человек. По рассказам родных, Владимира бьют зверски, ногами и руками, на глазах у подростка. Это, кстати, считается отягчающими обстоятельствами, друзья. Если кто-то не сталкивался с подобными историями, то я напомню дело, где Абасов ударил Ковалева ножом за замечание о парковке машины. Там вот этот Абасов из азербайджанской какой-то группы по этническому признаку. Ему сделали замечание, прям в подъезд машину ставил, он ударил ножом. И там это шло как отягчающее то, что это было на глазах у девушки, парня, которого он ударил. То есть на глазах у родственников это особая жестокость, которая не успевает ни вмешаться, ни вызвать помощь. В какой-то момент тело Владимира обмякает, шея сломана, он перестает реагировать. Сын остается 1 на 1 с бездыханным отцом, врачи позже лишь констатируют смерть. Зафиксировав тяжелейшую травму шейного отдела и последствия удара с падением на гальку. Именно эта деталь, галька, позже станет ключом для юридического смягчения трагедии. В этом деле есть несколько опорных точек, вокруг которых строятся и обвинения, и скандал. Первый. Ночной конфликт на пляже в районе 2:30, когда к палатке Хлебникова подошла группа из 5-6 человек, поднятых по звонку Султанова. Также, прямые есть угрозы расправы, которые Султанов озвучивал еще днем во время перепалки на пляже, обещая вернуться с подмогой.
Третий факт группового нападения. В постах и рассказах семьи прямо говорится о толпе, которая избивала Владимира до смерти. При этом реально задержан только один – Вартиванян. Четвертое. Свидетельство 15-летнего сына, который видел момент нападения и состояние отца сразу после ударов. Именно он оказался первым, кто попытался помочь и у кого отец умер буквально на руках. Медицинское заключение о переломе шеи и смертельной травме после удара с падением на гальку, которое следствие интерпретирует как неудачное столкновение с кулаком и несчастный случай. Первоначальная квалификация эпизода как жестокого нападения с признаками группового убийства, о чем писали активисты и русские общины, и последующая переквалификация на статью 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Седьмой удивительный факт – приговор 1,5 года ограничения свободы, по сути, домашний режим, а не реальное длительное лишение свободы. С учетом времени в следственном изоляторе Вартиванян фактически выходит на свободу почти сразу после резонансного решения суда. Публичное заявление сестры погибшего также есть в деле о том, что, по ее убеждению, представители диаспоры давили на следствие и суд, и что армяне дали взятку. Это недоказанный факт, но важная часть общественного восприятия дела. Хотя я со своей стороны мог бы вам просто весь день рассказывать примеры, начиная с потасовки у ночного клуба в Москве «Гараж», где там мальчишку ударил один из диаспоры или объединения по национальному признаку. Человек упал, и основание черепа перелом, собственно говоря, он погибает, и там тоже очень много обсуждалось про то, что заносят судьям, но, еще раз, это обсуждалось, естественно, судьи не будут принимать решение о том, что им заносят, но примеров, когда это звучит, а самое главное, что это единственный способ объяснить иные решения, таких примеров огромное количество. Девятое. Массовые посты в соцсетях, группа русскоязычной диаспоры и русских общинах, где приводится один и тот же нарратив. Групповое убийство. Толпа забила до смерти. 1,5 года за жизнь человека. Ну, опять же, пример не единичный. Десятое. Реакция председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, который после медийного шума взял дело под личный контроль и потребовал доклад о том, как жестокое избиение превратилось в несчастный случай в глазах суда. Сначала все развивается по классическому силовому сценарию. Смертельный исход на пляже, задержание подозреваемого Вартиваняна, возбуждение дела. Формальная фиксация группового нападения в пабликах и чатах это описывает как толпа избивала, а посадили одного. Уже на этапе первого, кстати говоря, это даже среди преступников очень развито, я не об этом деле, но как пример того, насколько это может влиять также на решение, и суд, словно, в этом заинтересован, это то, что у преступников, если есть преступники, подтвердите, есть такое правило, что если какая-то группа, банда совершает какое-то преступление, нападение, не знаю, на банк, и вот одного поймали, то у них даже принято, приходилось мне с этим сталкиваться, слышать такие, скажем так, факты, замечаний не только из людей, которые близки к преступности, и со стороны правоохранительных органов знакомых, о том, что вот этот один, у него правило такое, что он берет на себя сам все, он начинает признаваться активно. Таким образом, он становится единственным участником, и нету группового сговора. То есть даже в этом случае, если он сам на себя берет, он получает меньше, чем если бы он ничего не признавался, поймали бы всю банду, например, или он сам сдал эту банду, он получит больше в группе, чем если он все возьмет на себя, но зачастую это даже меньше получается, чем если бы это было в банде. То есть признаться зачастую просто выгодно. И это как раз ярчайший пример, но когда куча примеров, фактов, то есть есть просто конкретный участник, вот этот, который собирает деньги там, с шезлонгов, двоих хотя бы посади, уже групповой сговор. Но суду это не надо. И следователям, так я так понимаю, что это не очень надо. Вот где странность. В пабликах и чатах описывают так. Толпа избивала, посадили одного. Уже на этапе первых протоколов большинству участников драки удается уйти с линии уголовной ответственности. Дальше появляются версии. Официальная линия постепенно сдвигается от группового избиения к одному неосторожному удару. Эксперты записывают в протокол. Владимир, мол, сам наткнулся на кулак. Вартиванян потерял равновесие и упал на гальку. На кулак Вартиваняна упал на гальку, где и получил фатальную травму. То есть стоял Вартиванян, это просто на эту тему столько чернушных анекдотов. Один из самых ярких, многие подтвердят его, знают, он уже даже не смешной, он очень сильно с бородой, это очень старый анекдот. Вот что произошло, как его ударили потерпевший, я не ударял, он сам подскользнулся и упал на нож. Да, но у него 8 ранений, а так было 8 раз. Вот это же просто над нами издеваются, мне кажется, такими делами. То есть это же тот самый пример. То есть Вартиванян просто стоял, и вокруг стояли, видимо, его друзья, вот этот несчастный отец семейства. Он просто разбежался и начал биться о его кулак? Это понять-то как? Где и получил фатальную травму? Такое описание превращает цепочку действий группы в цепочку несчастных совпадений.
Параллельно в неформальном поле множество альтернативных, конечно же, версий. Версия семьи и активистов. Этническая группа своих на пляже. Заранее настроена на силовое решение конфликтов. Целенаправленно избивает русского отдыхающего, уверенная, то есть для них это важно, еще раз, тут очень важный акцент, на то, что когда есть этнообъединение, оно мир вокруг, ну это и психологи об этом говорят, то есть приходилось уже и знакомить вас, и самому знакомиться, то, что когда объединяются по национальному признаку, они сами себя ставят в условия, когда мир вокруг уже становится для них враждебным. Они противостоят ему. Поэтому любое их нападение, оно окрашено национализмом. Практически обязательно. И очень печально, что на это не обращает юстиция, российское внимание. Хотя об этом уже немало говорилось. Уверены в прикрытии со стороны диаспоры, и этих фактов огромное количество, когда диаспоры буквально вытаскивают обвиняемых из тюрем, то есть совершенно невероятным сроком. Вот я уже приводил пример, случай, когда несовершеннолетнюю затащил к себе домой один деятель, таксистом он работал. Ему сначала дали, по-моему, 8 лет, а потом, когда резонанс спал, ему поменяли статью и сделали 3,5 общего режима. Версия покрывающего следствия. Да, конфликт был, да, удар, но трагический исход – это случайность, а не результат договорной расправы. Говорить о групповом убийстве невозможно из-за нехватки прямых доказательств участия каждого. Версия диаспоры в пересказе оппонентов. Обычная бытовая драка, где никто не хотел смерти, а резонанс раздули националисты. Вот это очень любят те, кто объединяются по национальному признаку, обвинять в национализме других. Мой любимый пример, в очередной раз его приведу. Представьте себе, вы идете по улице, на вас напали 3 человека, которые объединились по национальному признаку. А вы вдруг оказалось боксер. Или как в глупой шутке, да, у вас там, вы секретный агент, и у вас пистолет. И вот пострадали эти 3. Кто националист? Они объединились по национальному признаку, но они нападали на одного, то есть у них факт того, что они напали на человека другой национальности, случайно, да? А вы 3 человек повредили, которые были одной и той же национальности. Получается, что вы серийный националист или нет? Очень важный момент, и очень часто на нем играют и спекулируют. Следствие заходило в тупик, когда дело упиралось в вопрос, признать ли нападение согласованным групповым насилием или зафиксировать только один удар одного человека. Отсутствие видео с камер, неявки части свидетелей, страх тех, кто видел драку и не хотел связываться. Все это создало пространство, в котором версия «наткнулся на кулак» вдруг стала юридически удобной. Кульминацией стал момент, когда статью переквалифицировали на 109-ю УК РФ, это причинение смерти по неосторожности, открыв дорогу к мягкому приговору для русских общин и вне России, да, собственно говоря, для всех. Хотя пишите. Я не из русской общины, больше того, я, например, вам честно скажу, мне не очень нравится то, как она создавалась. Вообще, это русская община, к ней много вопросов, они лезут в темы, которых ни черта не понимают, по крайней мере, мне попадался, опять же, не буду утверждать, лично с ними не разговаривал. Но здесь не в русских общинах, я бы здесь на это вообще акцент не делал. Я бы делал на сам факт то, что даже люди, вы за рубежом, те или иные русскоговорящие, это сейчас гремит, вот эта новость. Я ее нашел именно потому, что она в резонансе мощнейшем. То есть люди просто в шоке. Многие пишут просто, вот поэтому мы уехали. Вот так. Вот почему уезжают светлые умы из России. Они, много может быть причин. Вот это одна из главных. Я, когда, например, уезжал это в 2019 году, так, на долгое, пребывание в другую страну, меня когда спрашивали, я говорил, у меня языковой барьер. Мне говорили про языковой барьер. Я говорю, я решаю языковой барьер, я московский язык, собянинский, не понимаю. У меня плохо с таджикским. В постах прямо говорят, что групповое убийство продали за 1,5... Сколько было у меня и комментариев, да, собственно говоря, мои родные, когда едут в маршрутке, они не могут объяснить водителю, что нужно остановиться, потому что он их не понимает. Не понимает, он язык не знает, он водитель, такси. Групповое убийство продали за 1,5 года. А суд назвали издевательством. Вот такой финал, итог и вывод людей. Суд в Сочи выносит приговор признать Вартиваняна виновным по статье 109 РФ, назначить ему 1,5 года ограничения свободы, не колония строгого режима, не реальные многолетние сроки, а фактический режим, близкий к домашнему аресту, с обязанностью отмечать с ограничениями передвижения. С учетом проведенного в СИЗО времени подсудимый практически сразу выходит на свободу. Именно эта деталь стала тем самым триггером для волнения в телеграм-каналах и диаспорных чатах. В пабликах появляются формулировки: за групповое убийство дали 1,5 года. Забили до смерти и вышел. Русская община Саратовской области, а также русские группы за границей публикуют тексты о многонациональном правосудии в Лазаревском, о диаспорном лобби, о том, что армяне дали взятку. Подчеркиваю, что это их оценка, а не официально доказанный факт. Кстати, молодцы. После поднятого шума председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вмешивается и берет дело под личный контроль, запрашивая доклады о ходе расследования и обосновании переквалификации. Это не отменяет приговор мгновенно, но показывает, что история из ночной палатки и пляжного конфликта превратилась в федеральный кейс,
где ставится вопрос, до какой степени можно облегчать статьи и прятать коллективное насилие за формулой неосторожности. Ну, а я так, друзья мои, со своей стороны уже годами вам рассказываю еще раз. Дело Артема Карлышева уже сегодня довольно давнее. А суть-то все время та же. Кстати, дело Артема Карлышева, там человека просто под камерами били, ну там дети чиновничков, по-моему, были. Кстати, отдам должное, там единственный, кто пытался заступиться, но уже поздновато, водитель такси чеченского происхождения. Так что еще раз, у преступников нет национальности, а у порядочных людей тоже нет. У них главная их национальность — это порядочность. Но уже было поздно, но самое главное, официальная версия была, там очень много было странностей. Там и подмена останков после эксгумации на женские, когда везли в Москву, чтобы доказать, знаете, что доказать? Знаете, из-за чего умер Артем Карлышев по официальной версии? Под камерами его бьют. Много выпивал. Не то, что он пьяный напал, не. Здоровье плохое. Он умер от того, что он был алкоголиком. Молодой парень, который, ну, алкоголиком он не был. Это не было доказано. Еще раз это пытались доказать при помощи даже подменивая останки. Ну, какую-то там алкоголичку, видимо, нашли. Допросить у нее дух, потому что она тоже мертвая, видимо. Вот такие новости, такие факты, к сожалению, случаются. И на этом фоне, кстати, принимают законы, что меня немало удивляет, потому что с такими фактами надо бороться. И сама правоохранительная система в своих надзорных органах, тот самый Собянин, пытаются с ним бороться. И на фоне всего этого принимаются законы о дискредитации, запрете дискредитации, обсуждения и критического отношения к силовикам. Каким? Вот у меня рождается вопрос, и напишите мне ответ, каким силовикам? Тому силовику, который получил 3,5 года, когда по делу Абасова, который Ковалева ножом ударил, и он уезжал, дал взятку 30 тысяч рублей и прорвал кордон перехвата, он просто в розыске массовом за убийство Абасов. Ну, получил срок, 17 лет, ну там хороший срок дали более-менее. Ну, так какой резонанс это требовало, чтобы их вообще поймать? А полицейский берет взятку. Вот этот, который берет взятку, я когда говорю, что он взяточник и подонок, и оборотень в погонах, то есть я дискредитирую или нет? Вот вы разъясняйте, да, вот те, кто принимают эти законы, вы разъясняйте нам. А то я не понимаю, кого нельзя дискредитировать-то. Того, кто сам своим существованием дискредитирует или нет. Вот тоже вопрос, поднимается, да, или не поднимается? Пишите, поднимается или не поднимается, и что у вас вообще на эту нечисть, которая покрывает таких скотов, поднимается. Увидимся.